Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем вам о животных, существование которых короче всех. Фауна нашей планеты может похвастаться огромным разнообразием живых организмов. Среди нее есть те животные, которые могут жить более 100 лет, как, например, черепахи, и те, чье существование ограничивается несколькими днями. Мы покажем вам 12 самых маложивущих существ и расскажем, что они успевают сделать за свою суперкороткую жизнь. Вы узнаете, сколько живут тараканы, комары, медоносные пчелы, комнатные мухи и многие другие. Мы взяли данные о сроках жизни животных в естественных условиях, ведь в лабораториях эти показатели могут увеличиться вдвое. Посмотрите это видео до конца, чтобы узнать, какое существо живет всего 24 часа и успевает выполнить свое предназначение. Готовы расширить свой кругозор вместе с нами? Тогда поехали! Домовые мыши. Открывают наш топ-13 маленькие пушистые грызуны, которые у одних вызывают умиление, а у других — отвращение. Домовые мыши являются одними из самых многочисленных видов млекопитающих, но при этом отличаются коротким жизненным циклом. В естественных условиях они живут не более 12-18 месяцев. Ареал обитания мышей охватывает все континенты. Грызуны селятся в норах всегда рядом с человеком. Животные проворно прыгают, бегают и питаются продовольственными запасами людей. Но если вы заведете себе мышь в качестве домашнего питомца, то срок ее жизни увеличится до 2-3 лет. Тараканы. Как по мне, пословица про 9 жизней больше подходит не кошкам, а именно этим насекомым. Тараканы с легкостью адаптируются к любым условиям и способны выжить и в неблагоприятных условиях, и после удара тапком, и даже после атомного взрыва. Не пить неделю и не есть 2,5 месяца? Для таракана это не смертельно. Однако есть нюанс. Продолжительность жизни этих шустрых усачей составляет максимум 6 месяцев. Точнее, черные тараканы живут от 17 до 24 недель, а рыжие — от 20 до 30. За такую короткую жизнь самки делают в среднем 10 кладок, по 30-40 яиц. Тараканы селятся в человеческих жилищах, где тепло и есть обилие пищи, а так как род насекомых увеличивается в геометрической прогрессии, то избавиться от них очень трудно. Богомоловые. Самки этих насекомых прославились на весь мир своей кровожадностью. Они поедают самцов во время спаривания. Кроме этого факта, богомолы отличаются своей непродолжительной жизнью. Большинство видов живут 4-7 месяцев. По сути, их жизнь проходит за один сезон. В домашних условиях насекомые могут перешагнуть рубеж в год. Однако в дикой природе их жизнь может сократиться до 1-2 месяцев. Ведь, несмотря на то, что богомолы являются хищниками и питаются другими насекомыми, они сами часто становятся пищей для птиц, ящериц и насекомоядных зверей. Под конец лета у богомолов происходит процесс спаривания, в результате которого около половины самцов бывают съеденными будущими мамами. Затем самка откладывает около 250 яиц, из которых появляется потомство. Стрекозы. Ох, как же мы в детстве радовались, когда встречали этих необычных насекомых с причудливыми фасеточными глазами и сверкающими крыльями. Стрекозу можно увидеть в теплое время года в прибрежных зарослях водоемов. Самки откладывают яйца, скидывая их с воздуха прямо в воду, словно бомбардировщики. Вскоре из яиц появляются личинки, живущие в воде. Эта стадия длится 2-3 года и не включается в продолжительность жизни стрекозы. Затем личинка выползает из воды и превращается в прекрасную стрекозу. Фаза жизни взрослой особи значительно короче и длится всего 4-6 месяцев. Комары. Эти мелкие кровопийцы способны испортить даже самый прекрасный летний вечер. Назойливый писк, зуд после укусов вряд ли кому понравится. Особенно много комаров водится во влажной местности, в лесах и возле водоемов. На поверхности воды самки откладывают яйца, из которых сначала формируются куколки, а затем привычные нам комары. Примечательно, что самки комаров живут гораздо дольше, чем самцы. Обычно самцы живут всего 17-19 дней, в то время как продолжительность жизни самок зависит от температуры окружающей среды и может достигать от 40 до 120 дней. Однако, так как именно самки комаров питаются кровью, их жизнь часто прерывается преждевременно. Медоносные пчелы. Эти крылатые труженицы занимают 7-е место в нашем топе. Медоносные пчелы живут от 4 до 6 недель в летний период, а зимой могут прожить до 6 месяцев. Короткий жизненный цикл в период активного медосбора обусловлен тяжелой работой, которую рабочая пчела выполняет, собирая нектар.
Пчелам, появившимся на свет осенью в период завершения медосбора, повезло больше. Они не подвергаются сильному физическому истощению и спокойно переносят холода, доживая до весны. Кроме рабочих пчел, женских особей, не способных к оплодотворению, в улье живут трутни и матка. Трутни оплодотворяют матку, и она ежедневно откладывает до 2000 яиц. При этом продолжительность жизни матки достигает 5 лет, а трутней от 3 недель до нескольких месяцев. Комнатные мухи – самые распространенные и самые надоедливые насекомые планеты. Живут всего около 4 недель. Жизненный цикл мух проходит несколько стадий – яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. За всю жизнь самка делает более 6 яйцекладок, по 70-120 яиц во влажных открытых местах. В благоприятных условиях при температуре 20-25 градусов по Цельсию комнатные мухи живут максимально долго и активно размножаются. Чем больше отклонения от нормы, тем быстрее они умирают. Кроме того, во время холодов мухи умеют впадать в анабиоз. Но это время не засчитывается в срок жизни. Поэтому, если в один зимний день вы увидите муху, не удивляйтесь. Это не долгожитель, она просто перед холодами впала в спячку. Южные амбарные огневки. 10 дней. Это теплолюбивый вид пищевой моли, одной из наиболее опасных вредителей запасов зерна и продуктов их переработки. Бабочки амбарной огневки появляются весной из перезимовавших куколок. Сразу после выхода из кокона самка спаривается с самцом и уже на следующий день начинает откладывать яйца. За 10 дней своей жизни самка откладывает от 100 до 400 яиц. Далее появляются личинки, что живут от 28 до 56 дней, и потом на 7-10 дней наступает фаза куколки. За год на свет производится до 5 поколений. Примечательно, что огневки чувствительны к холоду и к высокой температуре. При минус 15 градусах по Цельсию они погибают в течение суток, а при плюс 49 в течение 6 часов. Бабочки Сатурния Луна. Эта ночная бабочка Северной Америки является не только одним из самых прекрасных существ в мире, но и одним из самых маложивущих. Ее жизненный цикл длится не более 7 дней. Что удивительно, имага, то есть взрослые особи Сатурния Луна, не питаются, у них даже отсутствует род. У этих насекомых только одна задача – оставить потомство, а затем умереть от голода. После спаривания самка откладывает 200-400 яиц. Стадия яйца длится примерно 10 дней. Потом появляется гусеница, которая через 6-7 недель становится куколкой. Через 1-2 недели куколка превращается в обворожительную бабочку. Любопытно, что Сатурния Луна питается только в состоянии гусеницы, употребляя в пищу листья разных растений. Брюхоресничные черви или гастротрихия. Эти крошечные беспозвоночные организмы обитают в водной среде в придонных территориях морей и пресных водоемов. Максимальная длина гастротрихов достигает 3 мм, а продолжительность жизни составляет всего 3 дня. Прозрачное тело этих существ покрыто тонкими волосовидными структурами и светится в темноте. Брюхоресничные черви являются гермафродитами. Одна особь имеет как женские, так и мужские половые органы. Их краткосрочное существование не обременено поисками партнера. Гастротрихии просто плывут по течению, встречают другие водные организмы, к которым прикрепляются своими ресничками, размножаются и погибают. Не жизнь, а тоска смертная. Поденки или мухи-однодневки. И первое место в нашем топе занимают небольшие насекомые с сетчатыми крыльями и длинными хвостовыми нитями. Период взрослой жизни у представителей этого отряда рекордно короткий – от нескольких часов до 3 дней. Чаще всего их жизнь длится не более 24 часов, и за это насекомые получили свое название – мухи-однодневки. Главная цель в жизни поденок – размножение. Они даже не могут питаться, ведь лишены ротового аппарата и пищевого тракта. Вблизи пресных водоемов самки и самцы собираются роями и спариваются. Самки сразу падают замертво, а самки успевают отложить яйца в воду и тогда погибают. Из яиц выводятся личинки, ведущие водный образ жизни. Эта стадия самая длинная, ведь должно пройти 2-3 года, чтобы личинки превратились в мушек. Интересный факт. Поденки слишком чувствительны к загрязнениям, поэтому они служат своеобразным индикатором здоровой водной среды. Вот и все, друзья. Это был топ-12 самых маложивущих существ на Земле. Какое животное из нашего рейтинга стало для вас открытием? Делитесь с нами в комментариях.